Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Восстановление зрения в домашних условиях. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Вряд ли я ошибусь, если предположу, что почти многие читатели этой статьи ежедневно просиживают за компьютером львиную долю своего времени. Причем это не обязательно связано с работой. Так уж вышло, что интернет стал для нас чуть ли не главным способом проведения досуга. Ваш покорный слуга трудится и развлекается за монитором уже более 5 лет, и зрение за это время заметно испортилось. Если такая проблема знакома вам не понаслышке, то вы пришли по адресу. Сегодня вы узнаете, как в домашних условиях восстановить былую зоркость и обеспечить своим глазам яркое, безоблачное будущее. Возможно ли это? И не проще ли смириться с неизбежностью, нацепив на нос очки? Ухудшение зрения почти никому не кажется трагедией, особенно в зрелом возрасте. Люди идут к окулисту, им выписывают подходящую оптику, и проблема на этом кажется решенной. Но не спешите ставить на глазах крест, они вам за это еще отомстят. Если не предпринимать никаких мер по восстановлению зрения, оно со временем будет только ухудшаться. И вполне может настать такой момент, когда очки, даже самые сильные, перестанут вам помогать. Давайте не будем дожидаться этого и попробуем спасти свои глаза от близорукости, дальнозоркости, катаракты и прочих напастей. Выполняя простые рекомендации из этой статьи, вы сможете снять очки, даже если вынуждены их носить. Причина номер 1. Профессиональная деятельность. Когда человек регулярно и подолгу смотрит в одну точку, при этом концентрируя внимание и напрягая зрительный нерв, кровь в глазном яблоке застаивается. Это происходит не только с заядлыми компьютерщиками. Водители, ювелиры, сварщики, фрезеровщики и представители многих других профессий находятся в группе риска. Чего уж скрывать, любители смотреть телевизор вечера напролет тоже портят себе глаза. Значит ли это, что нужно срочно менять работу, а ящик выбрасывать на помойку? Конечно, нет. Просто имеющиеся риски надо постараться компенсировать мерами по сохранению и восстановлению зрения. Кто-то скажет: я 20 лет проработал дальнобойщиком и все еще имею безупречное зрение. Найдутся и такие, кто похвастается: я 20 лет дымлю как паровоз и до сих пор не умер от рака. Что ж, значит, повезло. У организма большие внутренние резервы. Но далеко не всем так везет. Поэтому о сохранении зрения стоит задуматься как можно раньше. Причина номер 2. Нехватка питания для глаз. Любому органу необходимо питание, причем потребности у разных частей нашего организма разные. Например, сердцу нужны одни витамины, глазам другие. Без достаточного питания клетки все хуже функционируют, медленнее обновляются, и результатом становится сбой в работе органа. Вот почему самой главной причиной снижения качества зрения является банальный голод, а не долгое смотрение в одну точку. Очень важно обеспечить свои глаза полноценным питанием. Тогда на вашу заботу они ответят взаимностью. Причина номер 3. Избыточная сексуальная активность. На первый взгляд, сомнительное утверждение, но давайте посчитаем. Когда мужчина лишается 1 грамма спермы, это равносильно потере 40-80 мл крови. Самая лучшая кровь, как в мужском, так и в женском организме, расходуется именно с репродуктивными целями. А если она сохраняется, ресурсы идут на формирование других клеток, в том числе зрительных. Наш организм – это удивительная гармоничная система, в которой все взаимосвязано. И если мы тратим слишком много энергии на секс, другие аспекты нашего здоровья могут от этого страдать. Подчеркну, вредна неумеренность, а не адекватная половая активность. Недостаток секса вредит здоровью еще больше, чем избыток. Причина номер 4. Дисфункция печени. О прямой взаимосвязи
Между правильной работой печени и зоркостью глаз человечеству известно издревле. Во многих индийских и тибетских медицинских трудах есть упоминание об этом факте. Пожалуй, самой неприятной и коварной стороной проблемы является то, что зрение портится внезапно. Вот вроде бы все было нормально, но вдруг вы начинаете ощущать постоянную усталость, перед глазами все плывет, и те надписи, которые вы ежедневно читали с приличного расстояния, теперь кажутся размытыми. Это надежный тест. Если, например, раньше вы, сидя за столом, четко видели каждую цифру на часах, висящих на противоположной стене, а теперь едва можете на них сфокусироваться, пора бить тревогу. Методы восстановления зрения в домашних условиях. Чтобы стимулировать кровообращение, сохранить или восстановить хорошее зрение, нам пригодятся следующие способы. Самомассаж глаз, препараты с черникой и свежая ягода, натуральный мед, регулярный отдых от внешних раздражителей, свежевыжатые овощные соки, метод Бейтса, рекомендации йогов. А теперь подробно разберем каждый из перечисленных пунктов, чтобы вы смогли воспользоваться этими полезными советами на практике. Массаж и гимнастика для глаз. Мы начинаем именно с этого пункта, потому что самомассаж и гимнастические упражнения для глаз – это самая простая и вместе с тем эффективная мера по восстановлению зрения. Если вы приобретаете полезную привычку регулярно массировать уставшие глаза, считайте, что полдела уже сделано. Как только вы почувствуете дискомфорт, отвлекитесь на пару минут от работы или отвернитесь от монитора, закройте глаза, положите сверху по 2 пальца и массируйте круговыми движениями, слегка надавливая. Гимнастика выглядит не менее просто. Нужно, держа голову прямо, одними лишь глазами смотреть до упора вверх, затем вниз, затем направо и налево. А завершить цикл из 10-20 таких упражнений лучше всего вращением глаз по часовой стрелке и против часовой стрелки. Ежедневно массируя глаза и делая гимнастику, вы обеспечите глазам правильное кровообращение, а значит, застрахуетесь от ухудшения зрения или поможете уже ослабленным глазам восстановиться. Черника – ягода зоркости. Эта терпкая, ароматная ягода имеет давнюю репутацию спасительницы от слепоты. И недаром, ведь ее химический состав представляет собой насыщенный коктейль из питательных веществ, необходимых людям с ослабленным зрением. Природа вряд ли могла бы придумать более вкусное и полезное блюдо для наших глаз. Однако, зная о пользе черники, люди, конечно, не идут за ней на ближайшее болото, а отправляются в аптеку, чтобы купить витамины или биодобавку с черникой. Это просто и удобно. Но вопрос, насколько эффективно? Всем известный препарат черника форте и ему подобные таблетки обычно оказывают быстро реанимирующее действие на глаза. Люди отмечают, что буквально за месяц зрение существенно улучшилось, хроническая усталость перестала беспокоить. Но спустя еще месяц-другой этот эффект исчезает, и все возвращается на круги своя. То ли искусственная черника перестает усваиваться, то ли к ней развивается привыкание, но так было и со мной, и со всеми моими родными и друзьями, принимавшими подобные лекарства. Вывод: лучше употреблять настоящую ягоду. Найти в продаже свежую чернику проблематично, но замороженная и сушеная ягода отнюдь не редкость. Из натурального продукта ценные биологически активные вещества усваиваются организмом более плотно. Кроме того, любые таблетки, какими бы безвредными ни казался их состав, представляют собой химию и помимо полезных компонентов приносят нам абсолютно ненужные, а иногда и вредные. Покупайте в супермаркетах замороженную чернику и ешьте ее с небольшим количеством сахарной пудры. Или спрашивайте в аптеке сушеную и варите компоты. Но помните, что полезнее всего ягода, не прошедшая тепловую обработку. Мед для хорошего зрения. Пчелиный мед – еще один прекрасный природный коктейль для сохранения зоркости на долгие годы. Но выбирать мед нужно с умом. Тот, что продается в обычных продуктовых магазинах, расфасованный в маленькие баночки, редко бывает хорошего качества.
Более того, попадается фальсификат. Прогресс дошел до того, что неблагонадежные производители научились делать мед вместо пчел и выдавать такую продукцию за чистую монету. Отправляться за медом лучше всего на ярмарку или к знакомому пасечнику. Способы восстановления зрения медом. Первый способ улучшить зрение с помощью меда – это примочки на ночь. Просто мажьте по очереди то один, то другой глаз небольшим количеством меда, а сверху налепляйте небольшой кусочек бумаги или ватный диск, чтобы во сне не испачкать постельное белье. Второй способ. Принимайте мед внутрь натощак по 2-3 чайные ложки каждое утро. А еще лучше полностью откажитесь от сахара в пользу меда. Конечно, этот совет подходит тем, у кого нет аллергии на продукты пчеловодства. Но сахар в любом случае вреден для здоровья, и этот факт оспаривать не станет никто. Отдых от раздражителей. На первый взгляд, такой простой совет. Пару раз в месяц на целый день отказывайтесь от контакта с раздражителями и давайте своим глазам полноценный отдых. Но на деле именно этой рекомендации людям труднее всего придерживаться. Кто-то даже в выходные дни вынужден пользоваться компьютером, чтобы просмотреть рабочую почту, а кто-то не может уснуть без телевизора. Вообще, привычка вторая натура. Но будет очень здорово, если ради здоровья глаз вы сумеете хотя бы ненадолго побороть свою натуру. Заведите себе календарь отдыха и в назначенные дни ничем не нагружайте ваши глаза. Не садитесь за монитор, не читайте книг, не смотрите телевизор, не водите автомобиль, не занимайтесь рукоделием и так далее. Лучше всего этот день провести на природе, в кругу семьи или друзей, с активными занятиями или спортивными забавами. А если выехать за город возможности нет, подумайте, не затеять ли дома или в гараже генеральную уборку. Пока ваши глаза будут выискивать пыль и мусор по углам, они точно не соскучатся и не засидятся на одном месте. В другие дни, когда общение с раздражителями не избежать, регулярно давайте глазам отдых. Через каждые 2 часа сидения за компьютером нужно встать, походить, сделать массаж глаз или выполнить серию упражнений глазной гимнастики. Желательно, чтобы перерыв в работе составил полчаса. Но если это невозможно, найдите хотя бы пару минут на самомассаж. Советы мастеров йоги. Йога – настоящая кладезь мудрости и здоровья. И если вы хотите радикально улучшить свою жизнь, познакомьтесь с этим великим учением. Миллионы людей во всем мире смогли исцелиться от недугов, укрепиться духовно и физически с помощью йоги. О способах улучшения зрения по древнеиндийской методике можно почитать в книге «Йога Раманантата. Упражнения йоги для глаз». Даже если вы не собираетесь заниматься йогой серьезно и постоянно, эта книга сможет расширить ваш кругозор и объяснить некоторые причинно-следственные связи. Вы наверняка знаете, что именно индусы определили зависимость между точками на теле человека и его внутренними органами. Изобрели метод акупунктуры и лечебного массажа. Из этого издания вы узнаете, как можно положительно влиять на глаза, используя древние практики йогов. Как питаться, чтобы улучшить зрение? Важнейшие питательные вещества ваши глаза смогут почерпнуть из следующих продуктов: рыба и морепродукты, цельное молоко, говяжья, куриная, индюшиная печень, свежевыжатые овощные соки. Конечно, не обязательно включать в свой ежедневный рацион сразу все вышеперечисленные продукты. Но если хотя бы 2 пункта из 4 будут присутствовать на столе, это будет отлично. Что касается рыбы, то выбирать нужно жирные морские сорта. Пару раз в неделю баловать себя хорошей рыбой – это разумное решение, а вовсе не расточительство. В семге, лососе, пикше, палтусе, скумбрии содержатся полезные омега-3 жирные кислоты, которые необходимы не только нашим глазам, но и головному мозгу. Регулярное употребление жирной рыбы и морепродуктов благотворно сказывается на состоянии сосудов и капилляров, бережет от атеросклероза, помогает противостоять стрессам и способствует правильному внутриглазному кровообращению. Цельное молоко не просто отыскать в магазине, но если вы будете внимательны,
то определите качественный продукт. Такое молоко обычно стоит дорого, упаковано в тетрапакеты или пластиковые бутылки, и на этикетке указано, что оно цельное, а не восстановленное. Стерилизованное цельное молоко покупать не стоит. Вам необходимо пастеризованное, поскольку кипячение убивает всю пользу этого продукта. Можно покупать молоко на рынке у бабушек, но вначале убедитесь, что там действуют нормы санитарного контроля, и продукцию частных производителей подвергают анализу, прежде чем разрешить продажу. Печень богата железом, и ее регулярное употребление благотворно сказывается на качестве крови. Покупать лучше телячью, куриную или индюшиную печень, поскольку в свиной содержится слишком много холестерина. Безусловно, печень – продукт на любителя, но из нее можно приготовить вкусные блюда, если подойти к вопросу творчески. Оно того стоит, ведь печень очень полезна для глаз. И, наконец, свежевыжатые овощные соки. Это то, что требует отдельного разговора, потому что по эффективности они превосходят все три вышеназванных продукта. Для восстановления зрения вам понадобится морковь, петрушка, сельдерей, цикорий и шпинат. Именно в этих овощах содержится самый богатый набор витаминов и микроэлементов, полезных для глаз. Конечно, можно каждый день грызть сырую морковь, но вряд ли таким способом вы сможете употребить объем, достаточный для выраженного эффекта. Поэтому советую приобрести соковыжималку. Рецепты овощных соков для восстановления зрения. Выбирайте только качественные, сочные и спелые овощи. Они должны быть комнатной температуры, чтобы сок лучше отжимался. Морковь нужно тщательно вымыть, а кожицу счищать не стоит, потому что в ней много полезных веществ. То же самое касается стеблей сельдерея. Цикорий раздобыть проблематично, но если вам удастся это сделать, считайте, что это большая удача. Самыми эффективными для зрения являются овощные соки, приготовленные в следующих пропорциях. Морковь 9 частей, сельдерей 5 частей, цикорий 2 части, петрушка 2 части. Или морковь 60%, шпинат 40%. Отжимайте сок по утрам и пейте его на голодный желудок небольшими глотками сразу после приготовления. Готовить сок впрок и ставить его в холодильник смысла не имеет, поскольку уже через 10 минут начинается реакция окисления, в ходе которой гибнут полезные для глаз вещества. Что касается количества, то тут все индивидуально. Начинайте с половины стакана и смотрите по ощущениям. Сок нужно пить, пока он пьется легко, а не через «не хочу». Обычно целого стакана каждое утро в течение 2-3 месяцев хватает, чтобы кардинально улучшить зрение. О пользе соков можно прочитать более подробно в книге Нормана Уокера «Лечение сырыми овощными соками». Из этого замечательного издания вы почерпнете много полезной информации не только о восстановлении зрения, но и об оздоровлении всего организма. Главные выводы. Прогресс – это прекрасно. Новые технологии открывают перед людьми такие возможности, о которых раньше мы не могли и мечтать. Но вместе со сложными изобретениями мы получаем все возрастающую нагрузку на глаза при эксплуатации техники. Наверное, лет через 200 почти все люди во второй половине жизни будут носить очки. Или более современные оптические устройства для коррекции зрения. Чтобы избежать такой печальной перспективы, нужно всего лишь уделять внимание своим глазам. У всех разные понятия о норме. К тому же, человек такое существо, которое очень быстро ко всему привыкает. И к плохому, и к хорошему. Мы привыкаем не досыпать, мучиться от ломоты в пояснице, носить очки. Но ведь это, во-первых, ненормально, а во-вторых, поправимо. Чтобы восстановить зрение и застраховаться от глазных болезней, выполняйте эти простые рекомендации. Дайте отдых своим глазам и регулярно массируйте их. Употребляйте чернику, ешьте полезные продукты и пейте свежевыжатые соки. Мажьте глаза медом на ночь. Пользуйтесь советами знаменитых докторов и рекомендациями йогов. Надеемся, наш материал поможет вам сохранить четкость зрения на долгие годы или восстановить уже утраченный потенциал ваших глаз. Будьте здоровы!
Автор статьи – Дегтярева Марина Витальевна, врач-офтальмолог, окулист. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.